Глава 1931. Просьба о совете. Когда мастер Лазурный Дракон уходил из Небесного города с лучшими учениками 4 основных сект, используя секретную информацию, Хань Ли попал в очень опасную ситуацию. Он был поражен, почувствовав, что его талисманы происхождения доспехов и небесный талисман 9 дворцов были быстро уничтожены его преследователем, и его сердце упало еще больше. Хань Ли не ожидал, что священный предок Сюэ Гуан так легко попадет в ловушку с помощью этих талисманов. Но он и подумать не мог, что они не смогут остановить его даже на короткое время. Кроме того, оба этих талисмана были уничтожены практически в тот же момент, когда они были активированы, даже Хань Ли не был бы способен на что-то подобное. Это означало, что этот клон священного предка Сюэ Гуана, который его преследовал, был сильнее его, и даже если бы он использовал свои самые сильные козыри, его шансы на победу все равно определенно не превышали бы 50%. Таким образом, Хань Ли, естественно, не желал вступать со своим преследователем в прямой бой. В конце концов, поражение обернется для него смертью, и даже если он победит, он всего лишь избавит священного предка Сюэ Гуана от клона. И, естественно, это была не та сделка, на которую он был готов пойти. Таким образом, осознав, что его преследователь гораздо сильнее, чем он себе представлял, он немедленно начал обдумывать стратегии, которые позволили бы ему сбежать. Он не знал, каков сенсорный диапазон священного предка Сюэ Гуана, но с устрашающим духовным чутьем, которым обладали культиваторы Великого Вознесения, у него определенно не было шансов избежать слежения священного предка Сюэ Гуана, если только он не мог каким-то образом покрыть расстояние в десятки тысяч километров между ними. Однако, учитывая, насколько сопоставимы их скорости, у Хань Ли не было никакого реального способа увеличить расстояние между ними. Без ведома Хань Ли, священный предок Сюэ Гуан также был крайне ошеломлен этой ситуацией. Багровое каноэ, которое он использовал, было широко известным летающим сокровищем в царстве старших дьяволов, и на своей максимальной скорости оно могло даже не отставать от существа великого уровня Вознесения. Из-за того, что это был клон, а не его истинное тело, он не мог разогнать каноэ до максимальной скорости, но оно определенно двигалось намного быстрее, чем обычный культиватор интеграции тела. Однако, даже после столь долгого преследования Хань Ли, ему так и не удалось значительно сократить расстояние между ними. К счастью, их было 3, и они могли управлять каноэ по очереди, так что им не нужно было беспокоиться об исчерпании своей магической силы. Таким образом, даже несмотря на то, что 3 из них были весьма расстроены этой длительной погоней, они все еще были довольно спокойны и уверены в себе. Напротив, Хань Ли, естественно, не мог так долго продолжать в том же духе. Поддержание его трансформации Кун Пена и грозовых крыльев во время полета на максимальной скорости истощало его магическую силу с большой скоростью, и на его базе совершенствования его таблетки регенерации магической силы уже не были такими эффективными. При такой скорости, даже если бы он постоянно принимал таблетки и поглощал духовную силу из духовных камней высшего уровня, его магическая сила все равно была бы полностью исчерпана максимум через 5-6 дней. Таким образом, это было довольно тревожной ситуацией для Хань Ли. Внезапно Хань Ли пришла в голову мысль, и его глаза тут же загорелись. Теперь, когда я думаю об этом, священный предок Сюэ Гуан преследует меня из-за того дьявольского запечатывающего замка, поэтому, если я захочу отказаться от этого сокровища, я смогу стряхнуть его с хвоста. Однако затем его брови слегка нахмурились в нерешительности. Это было незавершенным абсолютным небесным сокровищем, и если бы Чи Цигун не солгал ему, то хаотическая Цинь-Ян, которую он мог получить с помощью этого сокровища, была бы для него чрезвычайно полезной. Таким образом, он, естественно, очень не хотел отказываться от этого. Конечно, его жизнь была важнее этого сокровища, но он еще не был в совсем уж безвыходной ситуации, поэтому, естественно, не хотел преждевременно отказываться от такого драгоценного сокровища. На лице Хань Ли появилось задумчивое выражение, когда он обдумывал свою текущую ситуацию, и ему внезапно пришла в голову еще одна мысль. 2 идентичные зарождающиеся души, одна золотая, а другая черная, внезапно появились из тела Хань Ли во вспышке света. Золотая зарождающаяся душа мерцала золотым светом со слабым оттенком лазури, и при ближайшем рассмотрении можно было обнаружить, что защитный духовный свет вокруг нее постоянно переходил от золотого к лазурному цвету. Что касается черной зарождающейся души, вокруг нее было облако чрезвычайно плотной дьявольской ци. Золотая зарождающаяся душа открыла рот, чтобы выпустить около дюжины 5-цветных бусин, которые начали вращаться вокруг ее тела. Тем временем черная зарождающаяся душа опустила голову и сложила ручную печать, повторяя заклинание. 5-цветные бусины вокруг него мгновенно превратились в 5-цветные глаза, испустившие тонкие лучи света, которые мгновенно исчезли в теле черной зарождающейся души. Глаза золотой зарождающейся души загорелись, когда она увидела это, и она мгновенно сделала хватательное движение одной из своих пухлых маленьких рук. Внезапно появился мерцающий золотой кирпич, и золотая зарождающаяся душа указала пальцем на кирпич, на котором бесчисленные дуги молний были сорваны с поверхности золотого кирпича на фоне череды громкого треска. В мгновение Эка появился белый деревянный ящик, исписанный золотыми и серебряными рунами.
Это был не что иное, как запечатывающий дьявола замок. Как только появился запечатывающий дьявола замок, черная зарождающаяся душа прорвалась в деревянный ящик полосой черного света. В следующее мгновение Хань Ли появился в воздухе над лугом, напоминающим зеленый океан. «Это все то же самое место, что и в прошлый раз», — пробормотал Хань Ли, оглядываясь по сторонам с голубым светом, вспыхнувшим в его глазах. Как только его голос оборвался, в воздухе появился пожилой мужчина в зеленой мантии, он улыбнулся и сказал: «Конечно, вы думали, что я лгал вам, уважаемый Даос? Это были последние несколько ограничений, и я был бы более чем счастлив получить вашу помощь». Хань Ли совсем не удивился внезапному появлению пожилого человека и равнодушно ответил: «Если бы не тот факт, что вход в запечатывающий дьявола замок может привести к уничтожению этого моего духовного клона, мне действительно было бы очень интересно увидеть истинную внутреннюю часть этого запечатывающего дьявола замка. Я был заперт там столько лет, что могу обещать, что ваш духовный клон не сможет сбежать, если войдет в это пространство. Хорошо, давай покончим со всей этой болтовней. Ты решил ответить на сотрудничество, которое я предложил в прошлый раз?» Че Цигун сразу же перешел к делу. «Меня, естественно, очень соблазняет перспектива получить хаотическую Цинь-Ян, но я здесь по другой причине», — ответил Хань Ли, покачав головой. Че Цигун был очень разочарован, услышав это, и выражение его лица помрачнело, когда он сказал: «Я не хочу обсуждать какие-либо вопросы, кроме этого». «А, значит, вас даже не интересует вопрос, касающийся священного предка Сюэ Гуана?» — спросил Хань Ли с улыбкой. Че Цигун немного замялся, прежде чем серьезно спросить. «Сюэ Гуан. Что ты имеешь в виду? Ты встречался с ним?» «Я не видел его настоящего тела, но в настоящее время меня преследует один из его клонов. Этот клон сильнее меня, и я хотел спросить у вас совета», — объяснил Хань Ли. Че Цигун был несколько ошеломлен, услышав это, но холодно усмехнулся. «Значит, тебя преследует простой клон? Почему я должен тебя спасать? Конечно, вы можете не помогать мне, но чтобы обеспечить свое выживание, мне, возможно, придется отказаться от запечатывающего дьявола замка. Священный предок Сюэ Гуан, скорее всего, преследует меня за этим сокровищем. Так что, если у меня больше не будет его, тогда у него не будет причин продолжать преследовать меня», — спокойно сказал Хань Ли. Че Цигун тут же вспыхнул от ярости. «Ты угрожаешь мне. Не забывай, что ты убил 3 подчиненных Сюэ Гуана, чтобы получить этот запечатывающий дьявола замок. Ты действительно думаешь, что Сюэ Гуан просто позволит тебе уйти? Даже если ты отдашь это сокровище, ты определенно все равно будешь убит. Я не узнаю, добьюсь ли я успеха, если не попытаюсь. Конечно, если вы готовы предложить мне какое-то руководство, мне не придется этого делать. Я уверен, что вам не понадобится это сокровище, и тогда оно снова может попасть в руки священного предка Сюэ Гуана, не так ли?» — спросил Хань Ли с намеком на улыбку. Выражение лица Че Цигуна еще больше помрачнело, и он начал обдумывать ситуацию. Хань Ли просто терпеливо ждал и, казалось, совсем не торопился. Спустя долгое время Че Цигун наконец нарушил молчание. «Откуда ты знаешь, что я смогу тебе помочь?» «Я знаю о некоторых способностях Сюэ Гуана, но прошло много лет с тех пор, как мы в последний раз встречались. Так что, возможно, те же методы, которые я использовал против него в прошлом, больше не будут работать. Возможно, священный предок Сюэ Гуан обрел какие-то новые способности, но, в конце концов, это всего лишь его клон. На самом деле я не боюсь этого клона, просто он несет 2 чрезвычайно могущественных сокровища, которые представляют очень серьезную угрозу для меня. Если вы сможете сказать мне, как противостоять этим 2 сокровищам, я смогу позаботиться об остальном самостоятельно», — сказал Хань Ли с улыбкой. «2 сокровища. Ты имеешь в виду 2 незавершенных глубоких небесных сокровища, пурпурный котел и пагоду радужного света?» — спросил Че Цигун. «Совершенно верно. 2 сокровища действительно состоят из маленького пурпурного котла и радужной пагоды». Хань Ли уже догадался, что это так, но он все еще был ошеломлен, услышав подтверждение от Че Цигуна о том, что эти 2 сокровища были неполными глубинными небесными сокровищами. «Значит, это действительно те 2 сокровища. У меня действительно есть способ противостоять этим 2 сокровищам, и если тебе повезет, ты даже сможешь забрать одно из них себе», — сказал Че Цигун, когда на лице появилось странное выражение. Глава 1932. Стратегия. Хань Ли был несколько ошеломлен, услышав это, после чего на его лице появилось скептическое выражение. «Это правда. Если я не ошибаюсь, священный предок Сюэ Гуан усовершенствовал оба этих сокровища, чтобы они стали частью его тела. Как же я смогу взять одно из них?
Я не говорил тебе об этом раньше, но среди этих двух сокровищ пурпурный котел слова когда-то принадлежал мне, многозначительно сказал Че Цигун, поглаживая свою бороду. Хань Ли, естественно, был ошеломлен, услышав это. Холодный свет вспыхнул в глазах Че Цигуна, когда он продолжил. Я стал жертвой махинаций Сюэгуана, и я смог убежать от него только после того, как моя душа спряталась в этом запечатывающем дьявола замке. Мой пурпурный котел слова попал в его руки. Он потратил более 100 лет на то, чтобы очистить духовный смысл, который я оставил в котле, затем усовершенствовал сокровище, чтобы заявить о своем праве на него, но он не знал, что я на самом деле оставил два типа духовного смысла в котле, один из которых был спрятан, а другой был снаружи. Пока он не обнаружил этот скрытый пучок духовного смысла, есть хороший шанс, что ты сможешь забрать у него сокровище. В таком случае, действительно есть шанс, что это сработает. Как вы думаете, у нас есть шанс провернуть это, старший? Осторожно спросил Хань Ли. Я специально усовершенствовал этот пучок духовного смысла именно для такой ситуации. Пока Сюэ Гуан еще не обнаружил его, есть как минимум 50% шанс, что ты сможешь забрать у него сокровище. Даже если ты не сможешь забрать у него котел, то если ты сделаешь, как я говорю, то сможешь значительно ослабить сокровище, так что оно больше не будет представлять для тебя никакой угрозы, уверенным голосом ответил Че Цигун. Хань Ли кивнул в ответ, прежде чем продолжить. Похоже, стоит попробовать. Есть ли у вас какие-либо контрмеры против пагоды радужного света, старший? По сравнению с пурпурным котлом слова меня больше беспокоит это сокровище. Пагода радужного света никогда не принадлежала мне, но это широко известное незавершенное глубокое небесное сокровище в нашем священном царстве. Я видел ее несколько раз, и она действительно чрезвычайно мощная. Увы, очень мало шансов, что я смогу ему противостоять, сказал Че Цигун, и на его лице появилось мрачное выражение. Услышав это, сердце Хань Ли упало. Значит ли это, что нет никакого способа противостоять сокровищу? Действительно, у меня нет никакого способа напрямую противостоять силам пагоды радужного света, но я знаю способ, который может помочь тебе тянуть время против нее. Пока ты можешь воспользоваться возможностью заявить право на пурпурный котел слова, а затем использовать его против пагоды радужного света. В таком случае ты должен быть в состоянии, по крайней мере, обеспечить самосохранение, ответил Че Цигун. Хань Ли на мгновение задумался об этом, прежде чем сложить кулак в приветственном жесте. Пожалуйста, просветите меня тогда, старший. Хе-хе, ты действительно думаешь, что я разглашу эту информацию тебе бесплатно? Че Цигун усмехнулся, закатив глаза. Выражение лица Хань Ли не изменилось, когда он услышал это. По-видимому, он уже ожидал, что это предостережение возникнет. Каковы ваши намерения, старший? Все очень просто. Тебе нужно только согласиться на сделку, которую я предложил в прошлый раз, и я расскажу тебе все, что нужно знать, без колебаний ответил Че Цигун. Услышав это, глаза Хань Ли слегка сузились, и только через некоторое время он продолжил. В таком случае, пожалуйста, уточните условия. В прошлый раз я ушел слишком резко и не успел услышать ваши условия. Услышав это, на лице Че Цигуна впервые появилось приподнятое выражение, и он ответил. Уверяю тебя, я не неразумный человек. Сделка, которую я предлагаю, принесет большую пользу не только мне, но и лично тебе. Тогда я буду рад это услышать. Выражение лица Хань Ли не изменилось, но он, естественно, не собирался просто верить тому, что сказал Че Цигун. Мое первое условие состоит в том, что после того, как ты сбежишь от Сюэгуана, ты должен немедленно отправиться в место, где поблизости находится земное адское пламя, и использовать это пламя, чтобы извлечь часть хаотической Цинь-Ян из запечатывающего дьявола замка. Когда время придет, я раскрою тебе способ извлечения хаотической Цинь-Ян, но ты должен разделить ее на треть, серьезным голосом сказал Че Цигун. Как вы сможете получить хаотическую Цинь-Ян, если вы заперты в этом месте? Спросил Хань Ли. Тебе не нужно об этом беспокоиться. Я могу оказаться в ловушке здесь, в этом запечатывающем дьявола замке, но у меня есть свои способы. Ты просто должен сказать мне, согласен ли ты с этим условием или нет, ответил Че Цигун. Хань Ли некоторое время обдумывал это состояние, прежде чем кивнуть в ответ. Второе условие — разумная сумма, которую можно попросить, так что ты наверняка согласишься на это. Третье условие сложнее, и поэтому, если ты выполнишь его, то можешь даже не трудиться выполнять второе. Я вижу, что ты кажешься довольно сильным среди существ в стадии интеграции тела. Возможно, ты сможешь перейти когда-нибудь в стадию Великого Вознесения. Следовательно, все, что я хочу, это обещание от тебя. Если ты действительно достигнешь этого уровня и сможешь это сделать, убей Сюэгуана для меня, сказал Че Цигун с небрежной улыбкой. Простите, вы шутите, старший. Как я могу быть способен убить существо стадии Великого Вознесения?
Кроме того, даже если я когда-нибудь достигну стадии Великого Вознесения, священный предок Сюэ Гуан, скорее всего, уже вернется в ваше царство старших дьяволов. Вы ожидаете, что я отправлюсь в царство старших дьяволов, чтобы выследить его?» Хань Ли немедленно отказался, энергично замотав головой. «Не спеши отказываться от меня. Я не буду заставлять тебя выполнять это условие. Конечно же, не буду ожидать, что ты отправишься в наше священное царство. Выполнишь это условие, когда все обстоятельства будут в твою пользу. Если такой ситуации никогда не произойдет, то мы можем отказаться от этого условия», — с кривой улыбкой призвал Чицигун. Хан Ли долго обдумывал это условие, прежде чем, наконец, согласился. «В таком случае я даю такое обещание. Настоящим я клянусь своими внутренними демонами, что если возникнет ситуация, когда я смогу с легкостью убить священного предка Сюэ Гуана, то я обязательно». Чем выше была база совершенствования, тем сильнее становился внутренний демонический обет. В конце концов, никто не хотел страдать от негативной реакции внутреннего демона при попытке прорваться через узкое место. Увидев это, на лице Чицигуна появилось довольное выражение, но оно быстро сменилось серьезным выражением. «Я могу раскрыть тебе метод противодействия пагоде радужного света, а также секретную технику, чтобы активировать мое духовное чувство в пурпурном котле слова, но я буду скрывать метод извлечения хаотической цинь-ян, пока мы не доберемся до места, где можно найти земное адское пламя. Как только я получу свою долю хаотической цинь-ян, я сообщу тебе метод ее очистки. У тебя есть какие-либо возражения против этого, Даос Хань? Есть ли какой-то особый метод улучшения хаотической цинь-ян?» — спросил Хань Ли слегка удивленно. «Конечно. Как ты думаешь, хаотическая цинь-ян может быть очищена обычными методами? Я не хочу хвастаться, но даже среди всех священных предков нашего священного царства есть определенно не более 3, кто осознает этот особый метод утончения», — сказал Чицигун с гордым выражением лица. Хань Ли долго обдумывал эти условия, прежде чем, наконец, слегка смиренно кивнул. «Тогда мы сделаем, как вы говорите. Этот клон священного предка Сюэ Гуана недалеко от меня. Я отправлюсь туда, где можно найти земное адское пламя, как только стряхну его. Хе-хе, ты принял мудрое решение, Даос Хань. Это нефритовый бланк, который я только что приготовил, он содержит вышеупомянутую информацию, которая нужна тебе. Ты не сможешь забрать этот предмет из запечатывающего дьявола замка, так что запомни информацию здесь», — сказал Чицигун с улыбкой, взмахнув рукавом по воздуху, отправив чернильно-черную нефритовую полоску прямо в Хань Ли. «Спасибо, старший». Хань Ли взял нефритовую полоску в свои руки, затем приложил ее к своей голове, чтобы молча осмотреть ее содержимое. Чицигун просто стоял на месте и терпеливо ждал. Примерно через 10 минут Хань Ли выдохнул, снял нефритовую полоску со лба, а затем раздавил ее пальцами на частички духовного света. «Понятно, поэтому, чтобы противостоять пагоде радужного света, мне придется использовать против нее пространственные сокровища. У меня действительно есть несколько пространственных сокровищ, и есть ли какие-либо требования к калибру используемых сокровищ, и будут ли подобные талисманы также быть в состоянии достичь того же эффекта?» — спросил Хань Ли. Пагода радужного света — это неполное абсолютное небесное сокровище, поэтому чем выше калибр используемого пространственного сокровища, тем больше ты сможешь на него воздействовать и быть в состоянии взорвать пространственное сокровище любого калибра. Чтобы произвести желаемое воздействие, достаточно и талисмана, который может повлиять на стабильность пространства, с улыбкой ответил Чицигун. «Понятно. В таком случае я смогу использовать эти методы, чтобы избавиться от этого клона священного предка Сюэ Гуана. Да, кстати, я чуть не забыл упомянуть, что этот клон сильно отличается от обычного клона с духовным чувством. Во-первых, у священного предка Сюэ Гуана был кто-то, кто создал этого клона, и после владения магическая сила хозяина была значительно увеличена, как и его способность использовать 2 незавершенных бездонных небесных сокровища, проявить еще 2 клонов и разделить их на 3. «Ты знаешь, что это за способность, старший?» — спросил Хань Ли. Услышав это, улыбка Чицигун тут же застыла, а затем сменилась недоверчивым выражением лица. «Что? Клон может вызывать других клонов? Это невозможно. Не может быть, чтобы клон с духовным смыслом, посланный в альтернативное царство, мог совершить что-то подобное. Я также подумал, что это было довольно странно, поскольку поблизости уже есть другой клон священного предка Сюэ Гуана, возглавляющий дьявольскую армию. Если все священные предки обладают способностью посылать такие мощные духовные клоны чувств в наше духовное царство, тогда наша человеческая раса, скорее всего, будет стерта с лица земли», — сказал Хань Ли, нахмурив брови в замешательстве. Шок на лице Чицигуна отступил, и его глаза сузились до щелочок, когда он сказал: нет никакой возможности, чтобы другие священные предки могли обладать такой способностью. Позволь мне подумать об этом. Кажется, я припоминаю подобную способность, но я слышал об этом слишком давно, и моя память об этом немного смутна.
Глава 1933. Техника великого расщепления души. Хань Ли был очень рад услышать это. На самом деле он не ожидал, что Че Цигун сможет дать ответ на этот вопрос, но оказалось, что он действительно кое-что знал об этом. Похоже, он не лгал, когда провозгласил себя одним из старейших священных предков в царстве старших дьяволов. Пока Хань Ли молча ждал, Че Цигун напряженно размышлял и время от времени бормотал что-то неразборчивое про себя. Спустя долгое время Че Цигун снова нарушил молчание. «Я понял. В нашем священном царстве действительно есть древняя запретная техника, унаследованная от древних времен, которая, кажется, способна выполнить это. Однако эта запретная техника была утеряна очень давно, и ее крайне рискованно культивировать. Поэтому даже в древние времена очень немногие священные предки могли культивировать ее. В нашем священном царстве очень мало людей, которые в настоящее время знают об этой технике. Интересно, как Сюэ Гуан смог заполучить ее? Запрещенная техника. Не могли бы вы рассказать об этом поподробнее, старший? Спросил Хань Ли. Эта запрещенная техника известна как техника великого расщепления души, и говорят, что это техника, которая позволяет полностью разделить собственное духовное чувство. Каждая расщепленная часть обладает независимой волей и может контролировать часть магической силы этого человека, но их личности станут очень экстремальными, что впоследствии потенциально приведет к серьезным проблемам. Вдобавок к этому, можно слишком сильно истощить свою душу, используя эту технику. Клоны духовного чувства, созданные с помощью этой техники, на самом деле не могут даже назваться клонами, поскольку каждый из них по существу является истинным телом. Нет никакого иерархического порядка, в котором они ранжированы. Это предел моих знаний об этой технике. Сила клона зависит от того, сколько раз его духовное чувство было расщеплено. Однако тот факт, что Сюэ Гуан желает отправить этого клона в царство духов, указывает на то, что он не может быть очень мощным. Но даже в этом случае он все равно будет намного более мощным, чем средний духовный клон священного предка, медленно сказал Че Цигун. Понятно. Есть ли недостатки у этой техники, которые я могу использовать? Спросил Хань Ли с мрачным выражением лица. Эта техника, естественно, имеет серьезные недостатки, но ты не сможешь использовать ни один из них во время битвы, ответил Че Цигун с покорным выражением лица. В таком случае мне просто нужно среагировать и приспособиться к ситуации. В любом случае, я только планирую избавиться от этих клонов. Хань Ли кивнул в ответ, похоже, не собирался задавать дополнительные вопросы. Таким образом, он слегка поклонился Че Цигуну, и из его тела вспыхнул черный свет, после чего он исчез в виде облака черной ци. Че Цигун без всякого выражения смотрел на то место, где исчез Хань Ли, и продолжал парить в воздухе над лугом. Внезапно он сказал равнодушным голосом: «Ты уже довольно долго наблюдаешь, не пора ли тебе выйти?» «Хе-хе, так ты знал, что я был здесь все это время?» В ответ из близлежащего пространства раздался еще один мужской голос, и он тоже звучал как довольно пожилой голос. «Я смог прорваться на этот уровень, так что ты, естественно, тоже можешь это сделать. Ты уже следовал за мной, когда я впервые встретил этого человека-культиватора, верно?» Спросил Че Цигун, когда на его лице появилось холодное выражение. Незнакомый мужчина на мгновение замолчал, прежде чем спросить: «Зачем задавать вопрос, если ты уже знаешь ответ? Ты планируешь попытаться наказать меня?» Ты думаешь, я бы не стал этого делать, если бы мог?» Че Цигун ответил холодным голосом. Голос незнакомого мужчины тоже похолодел, услышав это. «Ты всегда был самым жестоким среди нас. Если бы Сюэ Гуан не замышлял против нас заговор, ты бы, скорее всего, все равно напал на остальных. Не произноси это так, как будто ты какой-то святой. Тогда все мы строили заговоры друг против друга. Если оставить в стороне прошлое, этот сопляк — единственная возможность для меня сбежать отсюда. Если ты посмеешь разрушить мой план, тогда не обвиняй меня в том, что я отвернулся от тебя», — угрожающе сказал Че Цигун. Незнакомый мужчина тут же заявил: «Конечно, я не буду вмешиваться в это до тех пор, если ты дашь мне половину хаотической цинь-ян, которую ты получаешь от этого человеческого отродья. На самом деле, я не только не сорву твои планы, я даже предложу тебе союз против Сюэ Гуана после того, как мы выберемся отсюда. Похоже, у меня нет другого выбора, кроме как согласиться. Однако я ни за что не отдам тебе половину хаотической цинь-ян, четверть — это все, от чего я готов отказаться. Если ты не можешь принять это, так тому и быть», — спокойно сказал Че Цигун. «Хе-хе, я возьму. Мне четверти хватит, чтобы обеспечить самосохранение и сбежать из этого места», — без колебаний согласился незнакомый мужчина. Выражение лица Че Цигуна немного смягчилось, когда он услышал это, и он продолжил: «В таком случае, как только мы выберемся отсюда, мы улучшим этот запечатывающий дьявола замок и вернемся к нашим прежним силам, а затем найдем Сюэ Гуана для мести. Он идет нашим старым путем,
поэтому сейчас он должен быть в самом уязвимом состоянии. Я нахожу это довольно любопытным. Не то чтобы Сюэ Гуан не испытал на себе, насколько опасна эта техника в прошлом, но все же. Он все еще осмеливается совершенствовать ее снова. Не боится ли он оказаться в той же ситуации, что и в прошлом? Незнакомый мужчина казался очень смущенным. Кто знает, о чем думает Сюэ Гуан? Возможно, он уже нашел способ обойти риск использования этой техники, или, возможно, ему пришлось снова культивировать ее по какой-то другой причине. В любом случае, он определенно сильно ослаблен прямо сейчас, так что это прекрасная возможность для нас отомстить, сказал Чо Цигун, и в его глазах промелькнул намек на негодование. Невероятно, чтобы он нашел способ обойти риск использования этой техники. Сейчас нет смысла строить догадки об этом. Все прояснится, когда мы снова увидим Сюэ Гуана. Обиженный тон прокрался в голос незнакомого мужчины, и было ясно, что он также питал сильную ненависть к священному предку Сюэ Гуану. Мне не терпится увидеть выражение его лица, когда он снова увидит нас. Однако, если мы хотим, чтобы этот сценарий завершился, мы должны сначала помочь этому отродью Хань преодолеть его затруднительное положение. Если ему не удастся сбежать от клона Сюэ Гуана, запечатывающий дьявола замок снова попадет в руки Сюэ Гуана. Нам двоим здесь ничего не угрожает, но тогда мы никак не сможем сбежать, весомо заявил Чо Цигун. Разве ты уже не раскрыл ему способ противодействия этим двум сокровищам? Без угрозы, исходящей от этих двух сокровищ, этот сопляк должен быть в состоянии обеспечить самосохранение, сказал незнакомый мужчина медленным голосом. Мы никак не можем судить о силе этого паршивца только по его клону духовного чувства, но, видя, что он смог забрать запечатывающий дьявола замок у подчиненных Сюэ Гуана, я предполагаю, что он довольно силен среди существ на стадии интеграции тела, размышлял Чо Цигун, хмуря брови. Хе-хе, я очень на это надеюсь, равнодушно ответил незнакомый мужчина. Чо Цигун покачал головой с кривой улыбкой, прежде чем замолчать. Между тем, за пределами запечатывающего дьявола замка золотая зарождающаяся душа Хань Ли все еще сидела, скрестив ноги, внутри таинственного пространства внутри гигантской птицы. Внезапно черная ци вышла из-под поверхности деревянного ящика, и черная зарождающаяся душа снова появилась во вспышке. Зарождающаяся душа улыбнулась Хань Ли, прежде чем мгновенно исчезнуть в его золотой зарождающейся душе. Две зарождающиеся души объединились в одну, и золотая зарождающаяся душа вздрогнула, поспешно сложив вручную печать. На ее лице на мгновение промелькнул намек на дискомфорт, но выражение тут же вернулось к норме. Золотая зарождающаяся душа медленно открыла глаза, а затем пробормотала себе под нос. «Вижу, похоже, я приняла правильное решение обратиться за советом к Чо Цигуну. Он дал мне способ противостоять обоим этим сокровищам. Когда я сработаю, мне придется попробовать, чтобы выяснить это. Если это не удастся, мне придется отказаться от этого запечатывающего дьявола замка или применить какую-нибудь другую рискованную тактику». После долгого размышления над ситуацией на лице появилась слабая улыбка, и оно взорвалось пятнышками золотого света. 4 часа спустя Хань Ли увидел вдалеке совершенно унылую и бесплодную равнину. Его глаза тут же загорелись, и он поднял клюв, чтобы издать долгий крик, прежде чем внезапно убрать свои крылья и вернуться в свою человеческую форму среди вспышки яркого духовного света. Взглянув на равнину вдалеке, а затем повернувшись, чтобы посмотреть за собой, он немедленно взмахнул обоими рукавами по воздуху, чтобы выпустить 72 маленьких лазурных меча, которые превратились в сотни полос лазурного меча Ци, которые начали вращаться вокруг него. После этого он сделал ручную печать, и над его телом появился слой лазурного света, после чего все полосы Ци меча внезапно исчезли в ближайшем пространстве. В следующее мгновение сотни лазурных столбов света вырвались из окружающего пространства, сформировав массивный строй мечей. Это была последняя формация меча в искусстве меча лазурной сущности, формация меча лазурной катушки. Формирование меча было даровано Хань Ли Цин Юаньци, и позже он включил в него элементы своего искусства наблюдения за мечом, чтобы еще больше усилить его силу. Он был очень эффективен против дьявольского лорда Фейя, но насколько эффективен он будет против его преследователя, это еще предстоит выяснить. Конечно, видя, как Хань Ли готовился выступить, он, естественно, не мог просто использовать одну способность. После того, как он установил форму меча, он немедленно выпустил из своего тела две фигуры, одна из которых была золотой, а другая — лазурной. Они были никем иным, как золотым телом происхождения и зеленокожим духовным телом. После этого он перевернул руку, чтобы извлечь фиолетовый сегмент лезвия, который он немедленно бросил в сторону золотого тела. Глаза на центральной голове золотого тела распахнулись, и оно втянуло сегмент лезвия в свою хватку. Глава 1934. Запуск духовного чувства. Золотое тело мягко взмахнуло сегментом лезвия в воздухе, и оно мгновенно исчезло во вспышке пронзительного пурпурного света.
Только в руках золотого тела этот сегмент клинка был способен высвободить силу законов неба и земли. Сразу после этого Хань Ли положил руку на свой браслет для хранения и выпустил сразу несколько сокровищ, и все они полетели прямо к духовному телу. Сокровища состояли из нефритовых подвесок, флажков, среди них было даже кольцо. После недолгого колебания на лице Хань Ли появилось серьезное выражение, и он также бросил свиток в сторону духовного тела. Духовное тело оставалось совершенно бесстрастным и просто открыло рот, чтобы проглотить все предметы, которые ему бросили. После этого оно и золотое тело синхронно сложили ручные печати, и оба растворились в воздухе. Сделав все это, Хань Ли повернулся на месте, и сотни флагов и формационных пластин вырвались из его тела, прежде чем полететь по воздуху и установить 5 или 6 подобных временных формаций рядом с формацией меча. Затем он взмахнул обоими рукавами в воздух, чтобы высвободить несколько сотен талисманов, и все они мгновенно исчезли в пространстве над головой. После этого 13 шаров пурпурного света вылетели из одного из его рукавов, прежде чем превратиться в 13 фиолетово-полосатых золотых пожирающих жуков. Наконец, он извлек белый хрустальный шар размером с кулак, в который выплеснул полный рот эссенции крови. Шар эссенции крови превратился в облако кровавого тумана, которое мгновенно растворилось в хрустальном шаре, который тут же приобрел малиновый цвет. Хань Ли бросил хрустальный шар вперед, прежде чем щелкнуть пальцами по направлению к нему, напевая что-то, и печати заклинаний разных цветов влились в хрустальный шар в безумии, заставив его излучать особый духовный свет. Внезапно малиновый свет внутри хрустального шара превратился в неидентифицируемую малиновую руну, и Хань Ли выдохнул и направил к ней рукав, пряча его среди вспышки лазурного света. Постояв некоторое время в тишине, Хань Ли внезапно погладил часть своей руки, где был отпечатан таинственный узор, и на его лице появилась кривая улыбка, не вызвав никакой реакции на этот узор. Приняв все эти подготовительные меры, Хань Ли затем превратился в гигантскую золотую обезьяну высотой более 1000 футов во вспышке золотого света, затем встал, скрестив руки, в центре формирования меча и бросил взгляд с холодным выражением лица. Через несколько мгновений издалека раздался ракочущий голос. «Итак, ты наконец решил перестать бегать». Сразу же после этого вспыхнул малиновый свет, и малиновая нить рванулась к Хань Ли. Спустя всего несколько вдохов малиновая нить появилась в воздухе рядом с Хань Ли, прежде чем вернуться обратно в форму каноэ. Трое одинаковых молодых людей на каноэ одновременно посмотрели на Хань Ли. У молодого человека впереди была холодная насмешливая улыбка, в то время как двое позади него бесстрастно оценивали Хань Ли, но их глаза были остры, как кинжалы. «Ты быстрая маленькая крыса, я дам тебе это. Ты собираешься устроить последний бой здесь? Ты действительно думаешь, что построение меча и несколько временных построений смогут спасти тебя?» Молодой человек на переднем плане усмехнулся. «Я не узнаю, пока не попробую». «Конечно, вы не ожидаете, что я просто сдамся вам», — хмыкнул Хань Ли, сделав хватательное движение обеими руками, и в воздухе над каноэ вспыхнули пространственные колебания. После чего внезапно появились две гигантские руки, одна черная, а другая белая. Черная рука излучала безграничный серый свет, а белая рука была окружена пятицветным ледяным пламенем, и обе они рухнули с разрушительной силой. «Хм, как нагло», — высокомерно сказал молодой человек впереди, прежде чем поставить ручную печать, и позади него сверкнула вспышка черной ци. Затем из черной ци выскочили два серых щупальца, прежде чем двинуться прямо к паре массивных рук. Щупальца ударили по гигантским рукам, как пара железных копий, и в тот момент, когда они столкнулись, пара массивных рук взорвалась, как воздушные шары, прежде чем распасться на точки духовного света. Тем не менее, свет божественной сущности и пятицветное ледяное пламя, заключенное в двух руках, продолжали падать сверху. В результате одно из щупалец вмерзло в полупрозрачный ледяной столб, а другое разбилось среди нескольких ярких вспышек серого света. Хм. Свет божественной сущности. Это очень редко применяется, заметил молодой человек на переднем крае, слегка ошеломленный. На лице Хань Ли появилась холодная улыбка, когда он сказал: «Вы действительно думаете, что такого простого клона, как вы, достаточно, чтобы заставить меня бежать, спасая свою жизнь? Я всего лишь пытался дистанцироваться от ваших подчиненных. А ты кажешься очень уверенным в себе. Твоя уверенность проистекает из тех двоих, что прячутся в тени». Молодой человек на переднем плане холодно усмехнулся. Почти в тот же самый момент два клона позади него внезапно начали действовать. Один из них открыл рот, чтобы выпустить шар черного света, который мгновенно превратился в маленький котел, и черный столб света внезапно вырвался из отверстия котла. Тем временем другой клон сделал хватательное движение, и перед полетом в воздухе появилась нечеткая радужная проекция пагоды. Оба сокровища атаковали то, что казалось клочьями пустого воздуха. Раздалась пара гулких хлопков, и две фигуры возникли из ниоткуда среди вихрей пространственных флуктуаций. Один из них был мерцающей золотой фигурой с 3 головами и 6 руками, а другой был зеленокожим Хань Ли,
и они готовились незаметно приблизиться к маленькому малиновому каное. Выражение лица Хань Ли сразу же помрачнело, когда он увидел это. На лице священного предка Сюэ Гуана появилось странное выражение, когда он увидел золотое тело. Это настоящая проекция дьявола. Как интересно. Подумать только, что человек смог до такой степени отточить искусство истинного дьявольского совершенствования. В этой похвале явственно звучали нотки насмешки. Хань Ли не слишком удивился, услышав это. В конце концов, несмотря на то, что он значительно изменил искусство происхождения истинного дьявола, проекция происхождения истинного дьявола имела очень четкую форму, поэтому любой, кто хорошо разбирается в дьявольских искусствах, сможет сразу определить его происхождение. Конечно, было очень мало людей-культиваторов дьявольского дао, которые овладели бы дьявольским искусством совершенствования до такой степени. Поэтому при нормальных обстоятельствах Хань Ли рефлекторно воздерживался от использования этого золотого тела. Однако теперь, когда он столкнулся с этим клоном священного предка Сюэ Гуана, он, естественно, не собирался ничего скрывать. Он бросил взгляд на пурпурный котел слова, казалось бы, небрежно, и уже начал что-то мысленно напевать. В то же время хрустальный шар, содержащий малиновую руну, бесшумно появился в одной из его огромных мохнатых рук. Когда он начал использовать секретную технику, руна внутри хрустального шара начала мигать, словно ожила. Между тем священный предок Сюэ Гуан оценивал золотое тело и тело духа, и он тоже, казалось, что-то обдумывал. Однако в следующее мгновение он вдруг, казалось, что-то почувствовал, и выражение его лица резко изменилось, когда он завопил. «Как ты смеешь пытаться проделывать эти трюки прямо у меня под носом? Умри!» Как только его голос стих, позади него внезапно появилась проекция с гигантским рогом на голове и дюжиной или около того массивных щупалец. Щупальца были немного расплывчатыми и нечеткими, но как только они появились, они яростно пронеслись по воздуху, мгновенно преодолев расстояние в несколько тысяч футов, прежде чем наброситься на Хань Ли издалека. Уже слишком поздно для тебя что-либо делать. Хань Ли холодно хмыкнул, прежде чем превратить хрустальный шар в шар пронзительного света. Алая руна вспыхнула один раз, а затем исчезла на его ладони. В то же время вокруг Хань Ли внезапно появилось около дюжины лазурных цветов лотоса. Каждый цветок был размером около фута, а их лепестки были несравненно острыми. Щупальца столкнулись прямо с цветами лотоса, и последние повернулись на месте, выпустив бесчисленные потоки ци-меча, которые мгновенно разорвали щупальца на бесчисленное количество крошечных сегментов. Священный предок Сюэ Гуан холодно усмехнулся, увидев это, но как только он собирался высвободить еще одну способность, из-за его спины внезапно раздался крик удивления, за которым последовал пронзительный визг. Он поспешно обернулся, как раз вовремя, чтобы увидеть, как пурпурный котел слова вылетает из рук одного из клонов позади него. Клон, контролировавший котел, был совершенно ошеломлен таким поворотом событий, но среагировал очень быстро, сделав хватательное движение, чтобы вызвать гигантский выступ клешни, охватывающий целый акр пространства внизу. Казалось, пурпурный котел слова никак не мог сбежать. Священный предок Сюэ Гуан испытал большое облегчение, увидев это, но прежде чем он успел подумать о том, почему это произошло, гигантская золотая обезьяна внизу внезапно яростно ударила себя в грудь и издала громоподобный рев. Тело священного предка Сюэ Гуана невольно качнулось, когда он услышал этот рев, и его лицо внезапно слегка побледнело. Клон, который тянулся к пурпурному котлу слова, тоже вздрогнул, и массивная рука, которую он вызвал, мгновенно рассыпалась в ничто. Пурпурный котел слова мгновенно улетел в виде полосы фиолетового света. «Останови эту штуку!» Священный предок Сюэ Гуан закричал с яростью и настойчивостью в голосе. Последний клон на каное приподнял бровь, услышав это, прежде чем подбросить маленькую пагоду в руке в воздух. Глава 1935. Море крови. Вспыхнул радужный свет, и маленькая пагода мгновенно выпустила всплеск таинственной силы, которая устремилась к маленькому котлу. Однако почти в тот же момент духовное тело Хань Ли внезапно открыло рот, чтобы выпустить шар белого света, внутри которого было кольцо, и быстро указало пальцем на кольцо. Кольцо внезапно взорвалось по его приказу, и воздух тут же пронесся всплеском слабой пространственной силы. Энергия, высвобождаемая маленькой пагодой, подверглась влиянию этого всплеска пространственной силы и была отведена от пурпурного котла слова. Таким образом, маленький котел смог и дальше улетать. Клон священного предка Сюэ Гуана, который первоначально управлял котлом, резко топнул ногой и мгновенно рванулся в воздух, пустившись в погоню полосой малинового света. «Как ты смеешь вмешиваться в мое сокровище? Я собираюсь извлечь твою душу и мучить тебя до конца вечности!» Яростно зарычал священный предок Сюэ Гуан. Затем он быстро наложил ручную печать, и дьявольская проекция позади него издала оглушительный рев, прежде чем открыть рот, чтобы извергнуть поток крови. Кровь была чрезвычайно острой, и казалось, ей не было конца,
поскольку она образовала море крови в близлежащем пространстве, а затем по велению священного предка Сюэ-Гуана обрушилась прямо на Хань Ли массивной волной. Сердце Хань Ли дрогнуло, увидев это, и он немедленно сделал ручную печать, чтобы активировать временные формации, которые он установил поблизости. Вокруг формирования меча возникла серия световых образований, а вместе с облаками тумана разных цветов появились слои световых барьеров, которые полностью затопили гигантскую обезьяну. В этот момент маленькое багровое каноэ уже плыло по безбрежному морю крови. Священный предок Сюэ-Гуан холодно усмехнулся, увидев оборонительные меры, которые принял Хань Ли, и одновременно махнул обоими рукавами в сторону Хань Ли. Море крови под ним сразу же поднялось в виде гигантской волны высотой в несколько сотен футов, прежде чем с разрушительной силой устремилось к Хань Ли. Временные формации столкнулись с массивной волной, и весь свет и туман, которые были выпущены формациями, были мгновенно уничтожены, как будто они столкнулись с проклятием своего существования. Даже сами образования смялись, словно конструкции из папье-маше перед волной крови. Затем гигантская волна устремилась к центру формирования меча, на котором появились полосы лазурного меча, образовав лазурную стену, которая остановила волну холодной крови на своем пути. Священный предок Сюэ-Гуан был очень удивлен, увидев это. Это море крови было чем-то, что он очистил, используя чрезвычайно ядовитое вещество из царства старших дьяволов, и оно было способно мгновенно превращать все, с чем оно соприкасалось, в небытие. Из-за того, что он был клоном, сила этой способности, естественно, была сильно ограничена, но она все же должна была быть в состоянии сокрушить всех культиваторов ниже стадии Великого Вознесения. Таким образом, он был шокирован тем, что Хань Ли удалось так легко сдержать атаку. Полосы лазурного меча Ци, появившиеся из формации меча, казались обычными, но море крови было совершенно неэффективно против них. Конечно, как культиватор Великого Вознесения, у священного предка Сюэ-Гуана, естественно, было больше хитрости в рукаве. Увидев, что эта волна крови не достигла желаемого эффекта, он немедленно наложил ручную печать, прежде чем указать пальцем на море крови вокруг него. И моментально вокруг него образовались сотни шаров крови размером с кулак. Затем эти шары крови превратились в крылатых малиновых шелкопрядов, которые ринулись прямо к барьеру, образованному лазурным мечом Ци. Зрачки Хань Ли сузились, увидев это, и лазурный дракон с 5 когтями внезапно выскочил из барьера лазурного меча по его приказу. Дракон издал громоподобный рев и открыл пасть, чтобы выпустить шквал меча Ци, который разорвал всех малиновых шелкопрядов в клочья. Однако в следующее мгновение волна крови омыла этих расчлененных тутовых шелкопрядов, и они мгновенно регенерировали, прежде чем продолжить полет вперед, как будто ничего не произошло. Когда они приблизились к лазурному барьеру, они открыли свои рты, чтобы выпустить полупрозрачные малиновые нити, тонкие, как пряди волос, но раздался четкий лязгающий звук, когда они ударили барьер меча. Бесчисленные полосы меча Ци столкнулись с малиновыми нитями, и последние не только не были разорваны мечом Ци в клочья, но стали чрезвычайно вязкими и облепили меч Ци. Тем временем шелкопряды, выпустившие эти малиновые нити, внезапно расправили свои крылья, прежде чем отступить, после чего сотни малиновых нитей слиплись, чтобы поймать часть Ци меча. В результате в барьере лазурного света образовалась брешь, и священный предок Сюэ-Гуан немедленно направил в эту брешь еще одну гигантскую багровую волну. Однако прямо в этот момент из-за барьера лазурного света раздался рев дракона, и огромная голова дракона появилась из отверстия, прежде чем выпустить из пасти толстый столб света. Волна крови столкнулась со столбом света среди оглушительного грохота, и казалось, что они равны. Выражение лица священного предка Сюэ-Гуана помрачнело, когда он увидел это, и он издал протяжный крик, на который поднялась еще одна гигантская волна крови, прежде чем рвануть к построению меча. Как будто он пытался залить всю формацию меча этим морем крови. В ответ барьер лазурного света раздвинулся, и полностью появился лазурный дракон с 5 когтями. Он яростно забился, и бесчисленные лазурные цветы лотоса появились из ниоткуда, чтобы сдержать море крови. Тем временем Хань Ли вообще не обращал на это внимания и вместо этого оценивал клона, держащего маленькую радужную пагоду. Разрушительные пространственные флуктуации, выпущенные взорванным кольцевым сокровищем, вот-вот утихнут, и это позволит пагоде радужного света снова функционировать в обычном режиме. Ему удалось взорвать пространственное сокровище низкого качества, чтобы разрушить пагоду радужного света, но это явно была неустойчивая тактика, и он не знал, сработает ли она во второй раз. Таким образом, не только Хань Ли и его духовное тело с восторженным вниманием оценивали этого клона, но даже золотое тело происхождения тоже следило за ним. Конечно же, в тот момент, когда исчезли последние следы хаотических пространственных флуктуаций, клон, удерживавший маленькую пагоду, немедленно приступил к действию. Внезапно он положил руку на пагоду, чтобы испустить вспышку радужного света, после чего внезапно исчез во вспышке. Золотое тело происхождения внезапно открыло все 6 глаз, чтобы выпустить слой золотого пламени по всему телу, чтобы защитить себя, и в то же время духовное тело создало ручную печать, чтобы изгнать бесчисленные зеленые нити из своего тела.
Вспыхнул зеленый свет, и эти зеленые нити проявили себя в виде зеленых доспехов. Это был облегающий доспех, который появился на верхней части тела зеленокожего Хань Ли, и на его поверхности были выгравированы чрезвычайно замысловатые и красивые узоры. Как только золотое тело и тело духа готовились защищаться, клон, контролировавший маленькую пагоду, внезапно появился в воздухе прямо над формированием меча, а затем сразу же перевернул руку. Радужная пагода была перевернута вверх дном, и перед тем, как опуститься без предупреждения, появился гигантский выступ пагоды. Всплеск мощных пространственных колебаний мгновенно охватил всю формацию меча, сразу после чего эти колебания превратились в волну радужного света. В тот момент, когда появились эти колебания, Хань Ли сразу же почувствовал их и поднял глаза, прежде чем тут же махнуть гигантской пушистой рукой. В воздухе раздался оглушительный грохот, сопровождаемый вспышкой пронзительного света, и ряд дворцовых выступов появился перед тем, как также спуститься сверху. Между тем, золотое тело происхождения и духовное тело также пришли в действие в унисон. Духовное тело подняло руку, чтобы выпустить шар красного света, который мгновенно исчез в пространстве. В то же время золотое тело происхождения исчезло на месте, как порыв золотого ветра. В следующее мгновение яростные ветры пронеслись над маленьким малиновым каноэ, и золотое тело происхождения внезапно вынырнуло наружу. Оно взмахнуло 6 руками в воздухе, и 6 шаров золотого света размером с голову вылетели одновременно, а затем слились воедино, образовав золотой вихрь радиусом в несколько десятков футов. Вихрь приложил огромную всасывающую силу к каноэ внизу, заставив его непроизвольно полететь к нему полосой малинового света. Увидев это, священный предок Сюэ Гуан сразу же сложил ручную печать, и гигантская дьявольская проекция позади него подняла голову, прежде чем издать громоподобный рев. При этом его тело резко увеличилось до более чем 1000 футов в высоту, а дюжина или около того щупалец сразу вонзились в воздух. Щупальца сошлись в воздухе и слились воедино, образовав гигантское серое копье, которое яростно вонзилось в центр золотого вихря. Раздался оглушительный грохот, когда вращение золотого вихря немного замедлилось. Сразу после этого гигантское серое копье пронзило вихрь и продолжило движение к золотому телу происхождения с огромной силой. Увидев это, золотое тело не предприняло никаких попыток уклониться. Вместо этого оно наколдовало по длинному золотому клинку в каждой из своих 6 рук, прежде чем рубануть ими по приближающемуся массивному копью. Раздалась череда оглушительных ударов, когда 6 клинков столкнулись с гигантским копьем, но они были уничтожены и взорваны как шары духовного света. Затем копье расплылось, прежде чем внезапно появиться перед золотым телом происхождения, после чего его острие вонзилось в грудь золотого тела происхождения.